Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодняшнее видео посвящено сумкам из секонд-хенда. Эти все сумки были найдены, куплены за копейки, буквально 2-3 доллара. Все сумки из натуральной кожи. В общем, с чего начну? Начну с мелких сумок. Не буду долго там видео затягивать начало. Первое, что хочу вам показать, это не совсем сумка. Это сумка для путешествий. Показать решила вам ее, потому что это Вера Брэдли, известная американская компания. И это, как сказать, органайзер для путешествий, который я беру с собой в различные поездки. Очень удобен. Вот так вот раскладывается. Здесь вот то, что там мыльцы, пасты, все такое. Здесь складываю декоративную косметику. В общем, Вера Брэдли компания называется. И, в общем-то, очень тоже интересно. Но отличительный, скажем, момент у этой компании — это вот такой вот принт. Может быть разных оттенков. Есть кошельки, сумки Вера Брэдли. В общем, как-то вот так. Ну, давайте продолжим. Продолжить хочу с темы хранения украшений. Тоже известная компания. Вот так называется. Нью-Йорк. Пожалела, что не схватила сразу несколько сумок. Там был целый комплект для хранения бижутерии, для поездок. Вот типа как я Вера Брэдли показывала. Для хранения сережек. Здесь вот у меня хвостик лежит. Так что зря не взяла, сейчас жалею, хотя вот эти сумки очень удобно в поездку брать, они отстегиваются, то есть это все на липучке, можно что-то отдельное взять, в общем, как-то так. Использую, если едем куда-то и мне нужно взять украшения с собой, вот как-то так, очень удобное, ну и, конечно, очень такой красивый принт. Тоже на этом останавливаться долго не буду, ну и давайте плавно буду переходить к косметичкам. Косметичка от Lancome. Сумки будут, конечно, мои дорогие. Я просто сейчас решила сразу показать вам мелкие вот эти вот клатчи, сумочки, косметички. Все, что можно найти в секонде за копейки. Тоже этим клатчем пользуюсь. Lancome. Приятненький синий цвет. Здесь вот такой момент украшения. В общем, как-то так. Следующая косметичка тоже найдена в секонде. Использую я ее для хранения различных этих резиночек. Она у меня, в общем, как говорится, эксплуатирую ее часто. Вот тут храню резиночки для волос, какие-то эти бигудюшки для волос. Она объемная. И это тоже Lancome. Такая бархатная, яркая, розовая. Досталось тоже в новом состоянии. Здесь, видите, даже еще полиэтиленчик не убратый. Ладно, потом за кадром уберу. Вот, тоже где-то доллар, может быть, 50 центов косметичка мне обошлась. Так, следующая косметичка тоже это от Estee Lauder. Тоже иногда с собой в поездке, в бассейн, если куда-то беру. Здесь у меня что-то. Тоже, не знаю, щеточка и палочки. В общем, все, что в дороге может пригодиться. Салфеточки разные. Тоже я и с собой ее беру. Такая. Название Lancome. Вернее, Estee Lauder, Lancome. Они так приятненькие. Она из джинсовой такой ткани с интересным принтом. В общем, такая тоже удобная и комфортная для поездок. Тоже классно использую. Так, следующее, что хочу показать. Так, давайте переходим к сумочкам. И первая вот сумка мелкая. Взяла ее, потому что она из очень такой лайковой кожи. Очень тонкая, очень мягкая кожа. Не знаю, как это называется, но логотипчики на всех этих, на всей фурнитуре. Думаю, что это винтажная сумка. Клатч. Тоже такой интересный подклад принтованный, латика USA. Я не знаю, что это за магазин, честно говоря. Но взяла, потому что вижу, что очень качественная такая приятная кожа. Иногда с собой беру как клатч, просто когда нужно просто кошелек, телефон взять. И как-то вот так вот. Редко использую, но
пусть будет, как говорится. Следующий крупный кошелек Liz Claiborne. Тоже я и ношу. Я люблю менять кошельки. И понятное дело, что самый лучший кошелек это кошелек красного или желтого цвета. Ну, такой вот черненький клатч тоже очень функционален. Здесь есть и для карточек место, и вполне себе телефон сюда хорошо вмещается, и для мелочи тоже есть отсек. Ну, тоже иногда его беру, и фурнитура вся тоже маркированная. Такой приятненький клатч, когда хочется что-то легкое, незаметное. Так, следующая сумка тоже. Это Ninvest. Сумка тоже как можно как клатч ее носить, но она и на длинном ремешочке. Кожа уже такая с тиснением, она грубоватая. И сумка функциональная, то есть можно что-то крупное положить сюда и взять ее как, скажем, вот крупную сумочку, да. Здесь есть отсек и кошелечек. И здесь вот мелкие какие-то кармашки. Такая тоже удобная, комфортная сумочка. Можно через плечо носить, можно как кроссбоди тоже носить. Ну, такая вот кожа своеобразная, как бы с загрублением, что ли, как бы грубая кожа. И Ninvest, приятная тоже компания, много одежды не от Ninvest и обуви. В общем, вот такая вот сумочка, тоже интересненькая. Так, идем дальше. Следующий, кричит заведующий. Вот это вот зачем купила, не поняла. Потому что цена была приятная. А, он был новый, вот почему я его схватила. И здесь вот непонятно, это что? Это уши заячьи или что это? И здесь такой интересный элемент. Я любитель винтажных антикварных украшений. Мне вот эта вот деталь напомнила что-то, как люцит, залитый блестками. Это 50-е, 60-е в украшениях использовался вот этот момент. Ну, в общем, как-то так. Ну, я не знаю, что это. Уши, не уши. Взяла, потому что новый абсолютно. Светленький, тоже такой функциональный. Где-то в поездку куда-то взять. Чтобы не жалко было, как говорится, где-то потерять, оставить. Ну, такая искусственная кожа. Ну, из-за цвета тоже, да, такой светленький. Такое что-то светленькое. Напишите, что вам это напоминает. Мне кажется, это уши. Так, следующая вещица. Вот такой клатч-сумочка. Я не знаю, что это написано. Но это, мне кажется, это натуральная кожа, мне кажется, да. Неудобен тем, что вот здесь маленький вход, так сказать, да. И вроде она объем-то большой имеет. Здесь, видите, здесь вот есть такой типа задник. Это натуральная кожа, да. Но вот она неудобная. Пыталась я его использовать, брала с собой. Известная компания. Вот это что тут написано? Кто, может, рассмотрит? Кто знает, подскажет. Здесь вот что туда можно, адрес или что-то ложить, я не знаю. В общем, не функционально, неудобно, но, так сказать, баловство. Такое вот баловство. Может, кому-то подарить его. Вполне по себе удачно я ревизию начала делать. Это очень хорошо. Так, следующее. Это вот такой кошелек, тоже в абсолютно новом состоянии. Мне очень нравится эффект змеиной кожи, но это не натуральная кожа. Вот сказала не натуральная, вполне может быть, что это и натуральная кожа, потому что кошелек из дорогого магазина. Нью-Йорк, и внутри все вот как денежки любят, золото, серебро. Не использовала, ни разу не брала я этот кошелек, не использовала. Он такой вот яркий, жесткий, яркий. Так как я часто ношу именно мелкие сумки, то мне и кошельки, соответственно, комфортнее, удобнее брать мелкие. Ну, кошелечек такой интересный, как я уже сказала, вообще в абсолютно новом состоянии. Ну, почему бы и нет. Пусть, как говорится, для красоты и будет. Так, вот те кошельки, которые у меня вот в этой корзине были, опустела корзинка. Так, здесь остались у меня перчатки. Кстати, сейчас вот холода наступают. Надо их на видное место достать. Тоже натуральная кожа. Тоже я вам, по-моему, их показывала, рассказывала.
Так, в этом ящике им уже не место. Так, ну и давайте приступим к разбору более крупных сумок. Ну вот тоже здесь есть несколько мелких, сейчас покажу быстренько. Вот такая малышка, очень приятная, очень мягкая, тоже лайковая кожа. Прям супер-пупер, вся фурнитура в отличном состоянии, прям золото. Ну, от этой вот малышки прям вот веет каким-то вот дорогим, чем-то дорогим. Но это не случайно, потому что тоже это сумочка из дорогого магазина. Название сейчас не вижу через камеру. Тоже удобная и комфортная. Ношу иногда ее, когда, скажем, вот нужно просто взять деньги и телефон. Все, больше ничего сюда не помещается. Здесь вот для карточек место есть, и фурнитура вся с маркировкой. То есть такая малышка приятненькая, мягонькая. Такая. На длинном ремешочке. Так. Ее тоже в это место убираем. Ну и к более крупным сумочкам постепенно переходим. Буду брать тоже все подряд. А вот эта сумка тоже натуральная кожа. Единственный момент, если расстегивать вот змейку до конца, то здесь какой-то перегиб. Нет, змейка она в отличном состоянии, все. Но если расстегнуть ее до конца, то потом как-то с трудом нужно будет ее застегивать, чтобы пазы эти совпали. Поэтому вот такую булавочку я прицепила. Возможно, что-то другое нужно более эстетичное сюда применить. Но все времени нет, руки не доходят до этого. И это тоже сумка из дорогого магазина. Интересный подклад из хлопчатобумажной ткани. Лен стопроцентный. Тоже большие кармашки. Но очень яркий цвет. Использовала я ее и летом. Она очень удобная. Тут вот сочетание коричневое и вот такое ярко-зеленое, прям ядовито-зеленое. Оно классно может в одежде повторяться и в обуви. Так что вот эту сумочку тоже я довольно часто носила летом. Она такая приятненькая. Так, следующая. Ой, сумка буду брать, как я уже сказала, по порядку. Вернее, тут у меня все в куче, и эту кучу я разгребаю. Так, вот две вот таких вот сумочки взяла в один, так сказать, заход. И это сумочки вот такого формата. Это для телефона, для кошелька. Вроде такая вещь приятненькая. Ну, это искусственная лайковая кожа. И это тоже какой-то вот магазин. Тоже что-то именное. Если видите, посмотрите. Но если хочется взять просто телефон и кошелек, то вот это вот самый классный вариант. Тоже я эту сумочку использовала иногда. Такое баловство, конечно. И такая же, вернее, такого же стиля сумочка. Вот уже с бисером. Я не пойму, неужели это бисер нашитый. Есть вот полубисеринки наклеенные, часто встречаются. В сумках их используют. А здесь вот бисеринки, они нашитые. И вот эта сумочка, мне кажется, более качественная, естественно. Здесь хлопчатобумажная ткань. И так, здесь что-то есть. Канада написано. Ну вот и история этой сумки. Так, здесь больше ничего нет. Как я уже сказала, для кошелька, для телефона самое то, что нужно. Такая парочка. Так, и следующая сумка, которую я сейчас активно использую. Как-то она у меня долгое время лежала без дела. Это сумка от Tommy Hilfiger. Сочетание натуральной кожи и такой прорезиненной мягкой ткани. Ну, как не баллонь, ну, прорезиненная такая плотная ткань. Тоже очень удобная. Как-то долгое время я ее забросила на долгое время, а сейчас я ее прям очень люблю, полюбила. Здесь у меня вот кошелек, который вот тоже, кстати, найден тоже в секонде. Это кошелек Fossil. Кстати, у меня есть сумка от Fossil. И цвет сумки прям под этот кошелек. Покажу в дальнейшем. Посмотрите видео до конца. Покажу. Но кошелек этот ношу, потому что он удобный. Он такой, как бы, и вместительный. Здесь все, как говорится, функции есть. И он очень мелкий и приятный. Такой прям гладенький, мягенький. Ну и, как сказать, все равно подходит. Что-то коричневое здесь в этой сумке есть. Вот такая сумочка.
Тоже люблю ее сейчас использовать. У меня периодом не бывает. Я, если к чему-то прицепилась, я, в общем-то, на какое-то время я там залипаю. Так, следующая сумка, которую я какое-то время тоже очень любила, носила, хорошо эксплуатировала эту сумочку. Думаю, что, может быть, в холодное время сейчас будет холодно, буду к ней возвращаться. Тоже это натуральная кожа. Очень такая качественная, красивая. Здесь у меня что-то еще и живет. Помадки какие-то есть. Вот так вот. Тоже. Ну, к этой сумочке, я думаю, вернусь обязательно. Ее можно носить двумя способами. Вот в руках нести и на плечо. Так что к этой сумочке стоит вернуться. Тоже такая классная. Ну, кожа очень приятная такая. Мягчайшая просто. Ну, если есть сумка с натуральной кожей, то это практически вещь неубиваемая. Главное за ней правильно ухаживать, периодически смазывать различными кремиками, маслицами. Это то же самое, как уход за кожей лица. Тоже требует вот такого же внимания. Так, следующая сумка. Вот тут у меня все вперемешку, мои дорогие. Уж показываю, как есть. Это вот такая, тоже малышка, она вот такая мелкая. И вы, возможно, кто в России живет, помните, одно время был в моде вот такой стиль сумок, да, когда сшивались кусочки из кусочков, да, возможно, разные фактуры, натуральная кожа, и все это вот как бы собиралась в сумке. Вот в этой же технике выполнена и вот эта сумка. Я думаю, что она винтажная, но ее я очень люблю. Она удобная, она такая приятная, комфортная. Тоже я ее использую. И вот о том, что эта сумка винтажная, все-таки говорит, вот такой вот замочек сейчас не часто встретишь, вернее, вообще не встретишь. Вот такой, как это называется, застежка-поцелуйчик, да? Но тоже она вместительна, вроде она маленькая, но кошелек, телефон сюда хорошо себе, и помадки какие-то сюда можно поместить. И по функционалу тоже есть вот такие вот и скрытые кармашки. Так что винтаж, винтажу рознь. Я очень люблю винтажные вещи, украшения, бижутерию и, конечно, винтажные качественные сумки. Это вот одна из тех вещей, тех аксессуаров, которые не выходят из моды. Говорят, что мода циклична, конечно, быть стильным важнее, чем быть модным. В общем, все такое, я тоже к этому придерживаюсь. Так, то же самое относится вот к этой сумке. Это сумка мне досталась вот прям в новом состоянии. Nin Klein называется компания. Это натуральная замшевая кожа. Это натуральная кожа, очень мягкая. Сумку эту я не использовала, не эксплуатировала, как бы случая не было. Не дошла очередь до нее, но она классная. Здесь вот такая эмблемка. Да, здесь тоже натуральная кожа. Она вся такая суперная-пуперная. Но, в общем-то, до нее руки еще пока не дошли. Как я уже сказала, сумок много. И, соответственно, так вот здесь отцепился. Что отцепилось? Я не поняла, что отцепилось. Соскочил вот этот вот момент. Это нужно легким, так сказать, движением руки поправить можно. Вот так. И защелкивается. Интересно, да? Здесь тоже такая вещица. Вот такая сумочка. Следующая сумка, которую я вам показывала. Ну, честно сказать, для меня она как бы крупноватая, что ли. Хотя она не крупная, она вот, в принципе, тоже такая малышка, да. Но когда там по магазинам, в машине, в принципе, большая сумка и не нужна. Из магазина выходишь, конечно же, с пакетами, там обязательно все упаковывают. А вот такая сумка, думаю, хорошо бы подошла тем, кто ходит на работу, ездит, возможно, в общественном транспорте. Но она классная, тоже мимо нее пройти не могла я никак. Это вот такая компания, тоже не вижу через камеру, забыла уже, как называется. Это натуральная кожа страуса, и она с таким перламутровым напылением. Находила в интернете, сумки такие, цены начинаются от $55 и выше. Такая тоже приятненькая, тоже натуральная кожа. Думаю, что когда-нибудь и очередь до этой сумки тоже дойдет. Здесь вот так обратная сторона выглядит.
абсолютно в новом состоянии. Тоже досталась она мне за $3, по-моему. Все сумки, которые я показываю, девчонки, они стоили мне недорого абсолютно. Так что, если про цены будете спрашивать, как-то так. Следующая сумочка, тоже, которую я использовала летом довольно часто. Это кроссбоди, тоже из такого же магазина, как показывала вам черную сумочку. И она тоже очень удобная, комфортная. Здесь какой-то купон неиспользованный у меня есть. Тоже летом я ее хорошо поэксплуатировала. И, как говорится, ничего с ней не случилось. Натуральная кожа, очень красивый цвет у этой сумки и необычная форма. Она жесткое дно имеет. Такая мягкая тоже. Приятная кожа. Ну и, конечно, цвет выигрышный. В сумках цвет очень, как говорится, важен, значение имеет. Поэтому как-то так. Сумку можно носить как кроссбоди, на плечо. И здесь вот тоже такой кармашек есть. Но все сумки, которые я вам показываю, они либо вообще новые мне достались, либо в хорошем, отличном, прям в состоянии новые. Такое впечатление, что их вообще не носили. Но здесь, скажу честно, сумки редко кто носит. Либо какие-то вот клатчи, кошельки большие. Вот в основном вот как-то так. Поэтому есть где разгуляться и есть из чего тут выбрать. Следующая сумка тоже это недавнее мое приобретение. Это натуральная замшевая сумка очень красивого изумрудного цвета. Так, мы в город изумрудный, да, идем дорогой трудной. Очень приятная замшевая кожа. И сумка интересная. Можно было бы ее назвать и зимней. Конечно, замшевые сумки. Там, если есть элементы меха, то это зимние сумки. У меня почему-то вот замшевые сумки у меня ассоциируются как зимние или осенние сумки. В жаркое время они, думаю, что, как сказать, быстро придут в негодность. Где-то там следы пота, следы жира. Это все будет замшу портить. Лучше, конечно, их использовать, когда на улице прохладненько. Тоже все на отличных змейках. Но, честно говоря, я не знаю. Так, сейчас. Чья... вот здесь есть, кстати, Garnet Hill. Тоже известный магазин. И очень такая интересная вещица. Так, и кто это? 100% катон подклад, 100%. Это Италия. Ну, да. Вот так. Можно итальянские сумочки тут тоже вполне себе реально найти. Так, ну и напоследок этого видео покажу вам рюкзак. Тоже я вам его показывала. Я не очень, так сказать, любитель рюкзаков. Честно говоря, для меня неудобен сам момент их эксплуатации. Да? Но не могла пройти мимо вот этого рюкзачка. Тоже в интернете посмотрела. Тоже дорогой магазин. Рюкзак в хорошем состоянии, в отличном, вернее, состоянии. Я бы даже сказала, в новом состоянии из дорогого магазина. Лани Бини, что-то вот такое, да. И тоже. Ну, я поиском в интернете пользуюсь с помощью фотографий, то есть я фотографирую название, да, и мне информация полностью выдается. Рюкзак в таком стиле вроде как милитари, но вот эта вот золотая фурнитура, вот эта вот вся отделочка, она, конечно, такая прям женственная. Ну вот такой сегодня разбор получился, мои дорогие. Посмотрите следующее видео, там будет много интересных больших крупных сумочек. Надеюсь, вам и тот ролик тоже понравится. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.